Я даже не знаю, с чего начать. У меня очень непростая жизнь. Надо мной издевались. Потом я попала в детский дом. Сейчас я живу в общежитии. И мне совсем нечего кушать. Может, вы приедете ко мне? Нам написала девочка с криком о помощи, но этот ролик не совсем об этом. У каждого из нас есть какие-то свои бытовые проблемы. У меня тоже их хватает. Но, знаете, вокруг, рядом есть люди, у которых жизнь не задалась с самого рождения. Мы с тобой немножко пообщаемся. Ты нам про себя расскажешь, хорошо? А у тебя какой-нибудь внутренний карман есть? У меня только такие, только вон дырка. Тут люди развалится тоже. Вот это место, в котором мы с тобой встретились, оно для тебя что значит? Что это вообще за место такое? Ну, вообще я у друга не особо спрашиваю, что это за место. Я только знаю, тут это были деревья, вот их спилили, вот такие вот опилки и сделали. Ну, вот здесь ребята, бывает, собираются 10 человек, паркур, вот, делают кувырки, паркур. Потому что здесь мягко. Ну да. И ты тоже. Я это редко, делаешь. иногда делаю, да. Я только кувырки. Сальто не могу пока делать, не научилась. Лена, сколько тебе лет? 21 год. Я правильно понимаю, что ты в детском доме, да, пробыла? А сколько времени? 1,5 года. В 14 лет. Ты туда попала, да? А до этого жила в семье с мамой? Да, с мамой, с прабабушкой, с прабабушкиным братом. Отца у меня с детства не было. Он бросил, мама беременная. Иногда вот хочется найти, ну как его найти уже? Никак. А мама знает про него что-нибудь? У меня еще сестренка была. Она тоже в какой-то детский дом попала? Нет, она в другую семью попала. А в другую Нас семью? разделили. А почему ты попала в детский дом? Началось все с того, что у меня мама, она никогда не пила. Она родила меня в 14 лет. Вот, в 14 лет родила меня, прабабушка воспитывала. Мама не хотела учиться. Вот, чтобы не учиться, она меня из-за этого и родила. Прабабушка ее все-таки уговорила выучиться на учителя начальных классов, чтобы ей подписать дом в деревне, который она хотела. Ну, прабабушка, она человек такой, что она видела, что мама учиться не хочет. И она подписала дом своему сыну. У мамы сразу крыша поехала, как она узнала, что прабабушка завещала своему сыну, а не маме моей. Ну вот, и она мою прабабушку била. У прабабушки был инсульт, микроинсульт. Мама твоя била, да? Мама била ее, за усы таскала. Я заступалась. Сначала вот меня мама била. Когда вот мне было 13 лет, мама родила сестренку мне. Она сейчас в другой семье живет, да, с родителями? Ну, с новыми? классными, да, с новыми родителями. У меня на маму обида, это ужасно какая. Ладно, она меня била, но сестренку за что? А сколько ей сейчас лет, твоей сестре? Ей 9, брату 8. У тебя еще брат есть? А брат где сейчас? Тоже там же с сестрой. А, Их-то вместе объединили. Мама редко, когда бывала дома. На неделю придет, поест. ты говоришь, она не выпивала, правильно? Или Ну выпивала? да, она не выпивала. Она ходила вот к друзьям, к мужикам ходила. Она мужиков домой приводила в мое детство. Ей лень было что-то делать. Я с 5 лет начала готовить сама уже. Я подходила к маме, говорю: мам, поиграй со мной в карты. С ней 5 минут так вот посижу, поиграй. Она меня просто брала, либо что попадется, кидала, либо вот просто брала и вот за трещину очень сильно била. Ну, дети маленькие, но не все играть просят.
Она меня била. Просто за то, что ты к ней подходила поиграть? А ты говоришь, вот я сама готовила, научилась готовить. Меня прабабушка научила готовить в 5 лет. Что ты умеешь готовить? Ну, началось с того, что я сначала кашу, потом блины, потом супы, потом вторые блюда. Сейчас уже выпечки всякие, торты умею делать. То есть ты умеешь прям хорошо готовить? Ну, я на повар-кондитера учусь. Хотя хотела в театральный всю жизнь, все детство. А кто-то тебе помогает вообще? В церкви помогают, ну, так вот подруги меня выручают. В редких случаях мама. Но мама сейчас вот поняла свою ошибку, то, что она была не права в детстве. Как бы я ее на словах простила, но в душе, я не знаю, у меня вот в душе вот мамы нету. Что стало с учительницей музыки Натальей? Мы были у нее, мы сняли этот ролик, и то, что мы увидели... Что-то я переживаю, что мы не можем сейчас дозвониться. Не достучаться, не дозвониться вообще. Короче, показываем вам переписку. Наталья Александровна не то что пьяная, она никакущая. Она вообще никакая, но она еле-еле говорила. Мы ожидаем, что Наталья будет пьяная, что ремонт, который мы сделали, он весь поломанный, покоцнутый, запах в квартире неприятный. И, в общем, полная жесть. Да ладно, реально. Я вообще не узнал. Этот ролик скоро выйдет на канале Слово Пацана 2.0. Поэтому, если вы еще на него не подписаны, ссылка будет в описании. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления и наш новый выпуск на том втором канале. Куда ты нас привела? Это заброшенная психиатрическая больница. Ничего себе. Ух, ничего себе, вот это жесть. Вот это смотри просто. Смотри, заведующий отделением направо туда. Я здесь уже несколько раз была. Ну, а вообще, Первый раз, когда я была, сначала я зашла, страшно было. Какой-то экстрим, в душе вот как-то такая неприятно как-то было. А потом, когда начала ходить, и несколько раз, когда я была, уже так вот спокойно все. Тут иногда и бывает сочиняют всякие истории, то, что тут и духи ходят, призраки обитают, даже бывает такое. Нас Лена водит по каким-то местам, где она вообще как-то вот проводит свое время. С другом любили здесь вот ходить, вот по этим местам вот знакомились. Там вот есть разные надписи. Слушай, а ты вот все время говоришь друг, вот все время про него. Это твой вообще самый близкий человек тебе или нет? Да. Самый близкий? Да. Скажи, а вот каким образом ты в жизни добываешь какие-то деньги, помимо той стипендии, которая тебе приходит? Я у мамы спрашиваю, так вот у маминых знакомых иногда. А какая-то подработка? А подработку мы пытались найти еще и с другом, и я пыталась, не берут, и надо на постоянно или официально, но официально я не могу, потому что стипендии не будет. Думала, закончу колледж, как раз и буду работать. А кем ты хочешь работать? Вообще, вот так вот, если в театральный не возьму, то на повара-кондитера пойду, я не знаю. Хочу вообще начать с детского садика, то есть работать в детском саду или в детском доме. Готовить там, да? Да. А так, если я пойду в театральный, все-таки хочу... У меня аж мурашки меня пробили. Там просто что-то как бы... Это упало, да? Что-то упало.
Вообще я человек творческий, то есть у меня началось сначала в детстве с рисования, с бисера. Потом, я когда попала в детский дом, у меня уже началось другое увлечение, кроме бисера. Потом я начала вязать и делать модульное оригами из бумаги, треугольнички и делать всякие фигурки. Также я делаю картины. А что вяжешь? Кофты, ну, сам кофты, так я еще иногда шарфы вот вяжу, когда у меня есть шерсть и спицы. У меня вот первый раз, когда я пыталась связать, это у меня кофта, я сразу с кофты начала. Открываем магазин закрытый. Лен, вот все, что тебе хочется, все, что тебе может пригодиться, вообще бери все, что угодно здесь. А у вас тут и для вязания, да, много всего? Да. Класс. У нас все есть картины. Я просто вязать очень люблю. Всякие разные. Вяжу я эти... Носочки вяжу я. Ну, правильно, а Конечно. что тут? У меня зять тоже вяжет. Правильно, зять, привет, зять. У нас есть алмазная мозаика с животными? Я не очень знаю, что такое алмазная мозаика. Дмитрий? Да, точно, это алмазная мозаика. Блестит, ну да, красиво. Все, значит, алмазных мозаик берем 2. Что еще ты бы хотела? Так, мне надо спицы. Для вязания, да? Спицы какие нужно? Есть вот такие, что именно вязать. Есть вон на стенде, которые висят. Вот. И вообще новый мир для меня сейчас открывается опять. Не, это крючком. Вот такие, да? Это набор. Ты хочешь прям набор взять такой? Вот хотела бы набор? Там дорого. Я не шарю в спицах, но если тебе действительно нужно, давай возьмем такой набор. Ну, давайте тогда набор. Класс. Мы берем набор спиц. Что такие? Можно я примерю? Ну, Нормально мне? нормально. Хорошо. Нормально мне? Тебе идет, так чуть-чуть там поправить. Нормально? Давай. Чуть-чуть челочку поправь. Все, снимай. Ну, кстати, неплохо. Все, пойдемте тогда. А туда. тебе хватит вот этой штуки, да? Зеленый. Ты, может, еще себе возьми что-нибудь? Ну, если хочешь. Ну, один цвет приест, возьми. Да, возьми еще. О, розовый яркий, да? Вот это. Ну, давай, хорошо. 6950. Карточкой. Знаете, я уверен, что многие из вас недовольны своей жизнью, недовольны своим достатком, своим заработком. Но помните, что менять что-то к лучшему никогда не поздно. Тем более сейчас, когда поменять сферу совсем не так обременительно. И даже в такой сфере, как IT, получить прочные навыки достаточно быстро. И самый быстрый путь в IT для новичка – это освоить профессию инженера по тестированию. Тестировщики находят баги в программах и на сайтах и передают их разработчикам. Уже через 4 месяца обучения вы сможете начать свой путь в IT в качестве инженера по ручному тестированию. И еще одна приятная новость. Средний доход тестировщика с опытом от года начинается от 120 тысяч рублей. И в зависимости от навыков и выбранного направления в дальнейшем он будет только расти. А если вы хотите получить не только навыки и знания, а также опыт, который в дальнейшем заберете в резюме, я рекомендую вам курс «Тестировщик на Python» в онлайн-школе Steel Factory. Во время обучения вы пройдете стажировку в ProMotion и получите сертификат. А защищая дипломный проект «Автоматизированное тестирование» от Ростелеком, вы проведете тестирование формы авторизации, которую предоставляет компания-партнер. Так что после обучения и практики на реальных задачах вы уже смело в резюме можете отобразить свой опыт работы и приложить рекомендательные письма от заказчиков. А карьерный центр Steel Factory поможет с трудоустройством. А если вы не найдете работу после обучения, но вдруг школа вернет вам деньги. И это еще не все хорошие новости. Сейчас по промокоду «Слово пацана» вы можете получить скидку 45% на курс «Тестировщик на Python». Переходите по ссылке в описании и не забывайте, у вас все получится. Слушай, а ты научилась этому как? Вот плести винти сама?
Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть. Вживую. Спасибо, взаимно. Да мы тут просто снимаем вас локации. У нас теперь канал про флористику будет. Да? Да. Что? Нет, Сюда? блин, класс, ребят, молодцы. Спасибо, спасибо, что смотрите, приятно. Спасибо. Этот ролик – это история, может быть показательной во многих смыслах. Только вдумайтесь, как детство, та самая пора, когда человечек еще открыт ко всему миру, он самый ранимый, самый впечатлительный. И вот в этот момент, как легко можно нанести ему травму, которая в дальнейшем станет шрамом на всей его судьбе. А живешь ты сейчас где? В общаге. Это сколько-то денег стоит тоже? Или как? Нет, общага государство оплачивает. Фу. Ой. Ну, вот я. Вот моя комната. Это мое окошечко. Вот туда она смотрит. Это кровать одна. Это моя кровать. Тумба, шкаф. Еще один шкаф. Ну, так вот я живу. А вот этот момент, ты говоришь, ты была в детдоме. Почему решили обратно, что имеет место тебя вернуть домой? Меня из детского дома взяла моя родная бабушка. Сначала в детский дом приехал дедушка. Дедушка сказал мне то, что мы хотим тебя взять к себе. Нам типа жалко. Он дал бабушке трубочку, когда бабушка позвонила. Бабушка в слезах: как ты, что я, чего я. Потом лето наступило, уже, оценки получила, летние каникулы. Меня разрешили забрать уже из детского дома. Где-то месяц нормально прожила, а там уже кошмар настал. То, что дед из-за учебы начал бить меня. Потом получилось как? Мама платила алименты. Они все мои деньги израсходовали. Да, я понимаю, еду они покупали. Но я же тоже имела возможность чего-нибудь из сладкого купить, потому что мои же деньги все-таки. А мне бабушка чего говорила? У нас денег валом, мы живем на твою на твои деньги. Они, наверное, тебя забрали, да, для того, чтобы жить просто на твои деньги? Да, вот именно. То, что они забрали, чтобы использовать мои деньги. Они мне все до копейки истратили. Стипендия маленькая. Я говорю: бабушка, вот дай хотя бы 4000. Бабушка что говорит? Я тебе помогать не буду. То есть я правильно понимаю, что у тебя с мамой не очень отношения? С дедушкой... так вот натянуты отношения. Сейчас-то как-то более-менее. Потом с дедушкой и с бабушкой тоже у тебя не очень, дед тебя вообще бил. И с дедушкой, и с бабушкой у меня А вот вообще... с прадедушкой и с прабабушкой у тебя всегда было хорошо, да? А вот у тебя сейчас из твоих просто карманных денег на данный момент сколько примерно? 4000. 4000. То есть тебе пришли какая-то стипендия, на днях прям пришла? Сегодня. Тебе нравится в целом учиться? Как сказать, так-то да, но практику проходить производственную уже все, не могу пока что. И нервы треплет, то, что у меня денег нету, чтобы на подготовку к экзамену. А что значит денег на подготовку к экзамену? Расскажи подробнее. Подготовка к экзамену. Дается список продуктов. Надо купить все по списку. В общем, продукты питания. Это Да. нужно купить тебе на свои деньги. Да. Для того, чтобы из этого приготовить какое-то блюдо. Да. И вы все покупаете один и тот же список. Да. Ага, и обучаетесь какому-то блюду или как это готовить. Я учителям говорила, что мне денег не хватает. Мне надо и поесть себе купить, еще плюс эта подготовка к экзамену. Мне как выкрутиться? А они говорят: как все живут. Я говорю: некоторым помогают родители, а мне кто поможет? Мама у меня не работает. Прадедушки пенсия. Что я буду прадедушки просить, когда у него самого здоровья уже все? А что ты кушаешь, когда нет продуктов?
Ой, либо залезаю к маме в долги, это ролтон покупаю, либо хлеб один. Вот у меня друг, вот Дима, дает макароны. А друг Дима тоже детдомовский? Да, мы с ним, можно сказать, я его выручаю, он меня выручает. Ой, тоже жизненная ситуация у него ужасная. Мне его даже, вот, если честно, жалко. Ну, на самом деле, я не чувствую, что мне как-то жутко здесь, хотя мы в психбольнице заброшенной находимся, потому что здесь сейчас светло, солнце светит, и как бы нет какого-то страха. Я здесь не один еще, помимо всего прочего, с вами. Мы с другом вечером, вот когда стемнеет, мы здесь ходим. Где-то даже и ночью бывало, что. Ну, уже такая, как ночь такая, и мы здесь вот ходили. Лена, а у тебя в жизни есть какие-то особенные, ну, такие глобальные мечты, цели? Ну, есть мечта сейчас вот как-то маме помочь с жильем, потому что у мамы сейчас проблема, ее могут на улицу выбросить. Ну, то есть бабушка хочет долю свою продать, потому что хоть мама, ну, надо мной в детстве хоть и издевалась, но сейчас у меня мама, ну, ко мне отношение поменяла, то есть она сейчас как-то старается, но и больше времени уделить, и поговорить со мной. А ты считаешь себя вообще счастливой? Где-то да, где-то нет, потому что мое счастье заключалось в моей прабабушке. А вот сейчас, вот, когда прабабушки не стало, но мама меня не особо любит, тут, когда ее гладят, обнимают, тут, не особо это вот любит. А мне вот как раз-таки не хватает, чтобы меня кто-нибудь обнял, там вот это вот. Ты говоришь, тебя дедушка прям бил, да? И часто. Ну, были, конечно, никогда меня не били. Это довольно-таки, я не знаю, редко, когда вот меня вообще никто не бил. Вот это отразилось на тебе? Мне отразилось это на психике. Я часто сейчас начинаю вспыльчивый, постоянно вот иду в штыки, вот бывает, что вообще вот не сдерживаю вообще никак нервы. Дети, они как губки, они впитывают вообще все, и родитель – это тот человек, который особенный, основной, с него они берут пример. И ту ситуацию, которую мы рассматриваем в ролике, она такая, знаете, очень, ну это крайность. Но, пользуясь случаем, мы даем послание родителям, которые сейчас смотрят это видео. Знайте, что вы для ребенка идеал, он берет образ с вас, поэтому не курите при ребенке, не материтесь, не кричите, не показывайте агрессию. Старайтесь давать ребенку время, любовь. Старайтесь понимать, что вы можете заложить фундамент. И если рядом сейчас с вами дети, обнимите их, я думаю, что им будет очень приятно. И помните, что фундамент, который вы заложите, в дальнейшем может сделать человека счастливым. Всем необходим короткий отдых, чтобы отключиться от дел. Можно посвятить пару вечеров на монотонный сбор большого пазла или конструктора. Для таких моментов хорошо подходит бесконечный фотоконструктор Mozabrick. С ним вы можете превратить любое фото в настоящую картину, и получится вот такой вот стильный пиксель-арт, который впишется в любой интерьер. Все просто. Берем набор Mozabrick, загружаем фото на сайт и далее по полученной инструкции из деталей конструктора собираем свою картину. Поскольку для сборки можно выбрать любую фотографию, то Mozabrick — это универсальный конструктор не только для взрослых, но и для детей. У них, как правило, полно всяких фоточек и мемов, которые можно собрать. Вот, например, творение нейросети в стиле пиксель-арт. Выглядит реально круто. А если картина надоест, ее всегда можно разобрать и собрать из новой фотографии. И так сколько угодно раз. Наборы бывают 3 размеров и 2 цветовых решений. Даже в самом маленьком наборе деталек
все равно больше, чем понадобится для сборки любой фотографии. И если вдруг вы потеряете какие-то детальки, это не проблема, их все равно хватит. Если у вас есть картина из набора S, ее можно увеличить, купив такой же набор. Одинаковые наборы можно объединять до 4 штук. Позалипать над сборкой можно и в компании, и с близкими. Раздаешь участникам по основе, и все вносят вклад в оригинальную картину. Выглядит потрясающе, не правда ли? Не зря фотоконструкторы за 2 года стали настолько популярны, что их сметают с полок не только в России, но и в 30 странах мира. И я понимаю почему. Переходите по ссылке в описании на официальный сайт mozabrick.ru, и если вы в корзине введете промокод СЛОВО, то получите скидку 20% на все наборы. Заказывайте подарок для себя и для ваших близких. Ссылка в описании. Мы идем в магазин. Тележку давай возьмем сразу. Так. Ты можешь взять все, что тебе нужно, таким образом, чтобы ты понимала, что продукты, может быть, какие-то с большим сроком хранения, чтобы тебе было где хранить их там. Прям не стесняйся, набери побольше всего. Мои любимые конфеты не понабираю. Угу. Мне за них давали очень сильно. Как бы кажется, в детстве мне покупали сладкого, а вот когда я к бабушке приехала, бабушка мне уже сладкого не особо баловала такого. Там такие конфеты не покупала. Ты видел, прям так брала, прям как будто, ну вот знаешь, как будто реально не хватало этого в жизни. Так, вот это. Тоже пару пачек возьму. 2, 3. Ты, может, не бери, стой, Ай. не бери эту вот красную цену. Возьми нормально. Возьми чуть-чуть получше. Ну вот, допустим, вот такое, да, возьми вот это. 2, 3. Никогда столько не брала еды. Пельмени. Любые тоже, да? Конечно, любые, да. Раз. Да, мне столько еще никто не покупал. Это ужас. Я очень довольна. Я еще столько никогда не покупала. Ты же нам написала изначально с этой, Ну да. я так понимаю, и с этим желанием это продукты. Теперь тебе есть что кушать на долгий срок. Ну Это да. важно. Твоя история твоей жизни, да, она, ну, я считаю искренне, что жизнь к тебе очень несправедлива изначально. Это малая вообще часть, что можно там тебе сделать, немножко тебя поддержать. Самое главное, конечно, это просто в душе сохранять себя и оставаться человеком. Ну да, и надо уметь прощать. Главное, что это было и было. Я, например, ни на кого из своих зла не держу. Ну, то есть, ну, как поступили, так и поступили. Значит, так надо было. Давай поговорим. Спасибо. Ты так что крепко. Ну, я не могу. Тебе насколько это хватит? Ну, я не знаю, я так не могу решить. Смотри, какой аппетит. Да? Ну да, потому что я иногда много ем, иногда так чуть-чуть, иногда, ну, всегда по-разному. Спасибо большое. В общем, спустился друг, тот самый, про которого все время Лена говорила. Тебя Дима зовут, да? Да. Ты пока поставь, давай это все вместе. Мы не можем зайти в общежитие, потому что нас туда не пустят. Вот, мы сейчас все выгрузим, и Дима поможет Лене все это поднять. А ты тоже в детдоме был, да? Слушайте, вот все покупки за сегодняшний день. Ага. И еще вот тебе. Ага, спасибо. Ничего, такая вот история. Я считаю, во многом непростая, во многом такая неоднозначная. Это история про
Не знаю, про вот таких вот ребят, подростков, которые с самого детства предоставлены сами себе, которые еще в детстве получили взрослые проблемы. Я думаю, что у многих нет таких проблем, как есть у этих ребят. И, наверное, вот это то, о чем нам всем нужно задумываться и не забывать. Вот такой выпуск вы смотрели на нашем канале. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в Telegram и на второй канал Слопсан 2.0. Всем пока.